Многим кажется, что основной онлайн-сампо составляют русскоговорящие игроки из бывших стран Союза. И эти догадки отнюдь не безосновательны. Ведь раньше, в бородатые годы, когда люди использовали обычный клиент, абсолютное большинство во вкладках «Hosted» и «Интернет» занимали именно русские проекты. Сейчас же существует многотысячная Arizona, KRamp и Mobile проекты, цифры которых также входят в общий зачет онлайна-мультиплеера. Но сюрприз, в наш родной мультиплеер играют не только товарищи славяне, но и весь остальной мир. Одни регионы, конечно, уже утеряли к нему интерес, но другие, наоборот, превращают его в полноценный культурный феномен. И что самое удивительное, делают это прямо сейчас, в этот самый момент. И один из самых ярких примеров — это Индонезия. Некоторые даже и не знают, где эта страна находится на карте, а их самп для нас — это, можно сказать, неизученная вселенная. Со своими правилами, предпочтениями в версиях клиента и, главное, со своей атмосферой. Чтобы разобраться в этом мире, я поговорил с индонезийским игроком в ТикТоке. Кстати, подписывайтесь на меня там, и он мне объяснил, почему самп там стал настолько массовый, живой и развивается совершенно иначе, чем в России. Кстати, настоятельно рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, так как я планирую выложить туда эксклюзивное видео, которое я либо вообще не выложу на YouTube, либо выложу, но через очень большой промежуток времени. В общем, я еще над этим думаю. В любом случае, если вам нравятся мои видео, то все же стоит подписаться на мой канал в Телеграме, и если вам зайдет этот эксперимент, то я буду выкладывать больше эксклюзивов именно туда. Чтобы еще больше подогреть ваш интерес, то раскрою вам тему моего первого эксклюзивного видео. Это будет обзор на проект. А если говорить конкретнее, это будет обзор на проект от Аризоны. А чтобы вас добить, то могу сказать, что в этом эксклюзивном обзоре вы не услышите сексуальный ИИ голос диктора, а будете наслаждаться моим настоящим. В общем, всех жду в своем телеграм-канале. А мы возвращаемся к Индонезии. Почему же я выбрал именно Индонезию для анализа их игры? Все просто. В ТикТоке мне стали часто попадаться видосы именно от индонезийских игроков. И мне стало интересно, как же люди играют в самп там. Собственно говоря, человека, который и рассказал мне все об индонезийском сампе, я тоже нашел в ТикТоке, и мы сделали с ним что-то типа интервью. Итак, первое, что нужно понять. Самп в Индонезии — это прежде всего мобильная игра. То есть большинство игроков здесь играют с телефона. Причина проста. Хороший ПК — это достаточно дорогое удовольствие. И для многих школьников, которые составляют значительную часть индонезийского комьюнити, телефон — единственное доступное устройство для игр в принципе. Но для игры в самп там используется не официальный лаунчер из Google Play, а кастомный клиент Alien Client. Причиной этому послужило то, что Alien Client поддерживает Клео и дает куда больше возможностей. ПК-игроки в Индонезии, конечно, тоже есть, и они чаще всего используют официальный клиент сампа. Да, тот самый старый, без модифицированных лаунчеров, которые так распространены у нас. В Индонезии почти никто не делает собственные лаунчеры, да и необходимости в этом нет. Оригинальный клиент полностью устраивает большинство игроков. Еще вы же знаете, что в России давно привыкли к некой иерархии серверов по уровню РП. То есть у нас имеются Full RP, Medium RP и Light RP серверы. У каждого свои наказания за нарушение правил ролевого режима, если они вообще есть. В Индонезии же все иначе. Формальной классификации нет вовсе, но при этом игроки на уровне подсознания понимают, что их РП-проекты делятся на два мира. Первый — это проекты с очень строгими правилами, где требуют реалистичного поведения, использование очень официального стиля индонезийского языка или вовсе английского, который там знают немногие. Обычно там играют опытные ролевики, люди, которые уже давно в сампе и воспринимают РП всерьез. Второй — это большая экосистема серверов, которые по ощущениям ближе к нашим медиум РП серверам. Правила в них соблюдаются, но атмосфера гораздо расслабленнее. Это основной формат индонезийского сампа. Доступный, понятный и дружелюбный для новичков. Интересный момент. Привычного для России Light RP в Индонезии практически нет. Нет и привычных нам фармилок. Никто там не заходит на сервер, чтобы перепродать аксы или тачки. К слову, аксессуары там используются лишь для дополнения образа персонажа в контексте РП-ситуации, что исключает существование всяких внеземных технологий по типу шариков на плечо, суперкирок и прочего мракобесия. Говоря о разных режимах проекта, в недостатке там так называемые free roam сервера. Это там, где люди преимущественно катаются на машинках, чем-то похожим у нас раньше
раньше были русские дрифт-сервера. Free Roam проекты в Индонезии — это скорее площадка для дрифта или тренировки вождения. Демо-сервера используются для прокачки стрельбы перед будущими перестрелками уже на РП-проектах. Кстати, о проектах. У индонезийцев есть свои локальные гиганты. Проекты, которые держат стабильный онлайн и формируют комьюнити. Среди них такие проекты, как Air Asia Roleplay, Varga Indo Roleplay, Crystal Pride Roleplay и Jogja Gamer Roleplay, который, по словам моего собеседника, является старейшим и работает с 2009 года. Все эти проекты — столпы местной сцены. Их знают, туда идут новички, и именно они формируют представление о том, что такое самп по-индонезийски. Но все-таки самым культовым проектом мой собеседник считает Jogja Gamer, во многом благодаря его долголетию. Но и тут не без проблем. Проект потихоньку сбавляет ход. Все потому, что появляются новые проекты, которые буквально уделывают Jogja Gamer своими крутыми фишками, в разы увеличивающими интерес к игре. Не могу не заметить параллель. Во многом Jogja Gamer похож на наш самп РП. На вопрос, чем же эти новые проекты заманивают народ, я получил четкий ответ. Во-первых, это прокачанный UI-интерфейс телефона, а во-вторых, реалистичная система ранений. Получил пулю в руку, будешь кровоточить, пока не вылечат. Упал с высоты, хромай со сломанной ногой и забудь о прыжках. Все это сделано ради одной цели — добавить больше реализма, чтобы вывести ролевую составляющую на совершенно другой технический уровень. Знают ли индонезийцы о русских серверах? Здесь сюрприза нет. Большинство местных игроков не говорит по-английски, что уж говорить о русском, поэтому они почти не заходят на зарубежные проекты и предпочитают местные сервера. И все же некоторое пересечение есть. Парадоксально, но название Arizona RP знакомо многим, просто потому что некоторые Android-лаунчеры показывают Аризону в списке по умолчанию. Игроки порой заходят туда случайно, по касанию, но чаще всего быстро уходят из-за языкового барьера. Другие проекты с русскоговорящим комьюнити в Индонезии почти неизвестны. Русская сцена живет своей жизнью, индонезийская — своей. Немного ранее я говорил, что индонезийские ПК-игроки предпочитают использовать официальный лаунчер сампа. Но на каких версиях клиента они играют? Если в России давно закрепилась 0.3.7, то в Индонезии все значительно более разношерстно. Игроки спокойно используют 0.3DL, 0.3DL-R1, 0.3.7 и все ее R-версии. Разные проекты требуют разные версии, и никто не видит в этом проблем. Это напоминает мне ранний русский самп, когда только-только вышло 0.3.7. Все активно играли на версии 0.3Z, да что уж говорить, некоторые проекты работали еще на 0.3X, но тут пришлось переходить на новую версию, чего многим не хотелось. Причины для этого были разные. Кто-то привык к стрельбе по пингу, а кто-то просто не хотел принимать новое. Возвращаясь к теме, а как же все-таки зайти на индонезийский сервер? Для ПК-игрока все довольно просто. Обычно достаточно зайти в Discord конкретного сервера, создать некое подобие UCP-аккаунта и следовать инструкции. Отдельный лаунчер, как я и говорил, не требуется. С Android все еще проще. Достаточно наличия Alien Client и IP-сервера. Если же вам хочется попробовать индонезийский РП на вкус, но вы не знаете языка, то мой собеседник предложил сервер, где общение происходит преимущественно на английском. Westside City Roleplay. Уровень РП там выше среднего, и комьюнити дружелюбно относится к иностранцам. И напоследок послание от индонезийского игрока, который любезно ответил на все мои вопросы и разрешил использовать его ответы в ролике. Этого человека зовут Мотаро, и вот что он сказал. Передаю привет русскому сообществу САМ из Индонезии. Я уважаю то, как вы поддерживаете САМ. И надеюсь, что когда-нибудь большое количество игроков из наших стран смогут встретиться в игре и поучиться чему-нибудь друг у друга. Ссылку на TikTok Мотаро я оставлю в описании, тоже передавайте ему привет. Устойчивая популярность сампа в Индонезии, по мнению Мотаро, обусловлена рядом факторов. Изначально этому способствовала, как и у нас, огромная популярность самой GTA San Andreas, в которую играло практически все старшее поколение, которое передало эту любовь более молодому. Это создало естественный переход аудитории на самп. Ключевую роль также сыграла техническая доступность. Игра не требовательна к железу и работает даже на слабых ПК и телефонах, что критично для местного комьюнити. Важным аспектом является и социальный характер индонезийских игроков, которые ценят в играх общение, создание групп и совместное создание интересных РП-ситуаций и историй. Самп идеально отвечает этой потребности. Причина разного развития самп в Индонезии и России, как кажется Мотаро, кроется в менталитете и игровых привычках комьюнити. Российские игроки склонны к более расслабленному стилю игры. Они просто любят кататься на машинах и зарабатывать деньги. Индонезийские
Индонезийское же ролевое сообщество все так же, по словам Мотаро, характеризуется серьезным структурированным подходом. Здесь в приоритете четкие правила, глубина реализма, проработанный лор и сильное администрирование проекта. Эти различия и сформировали два уникальных пути развития. Индонезийский, сфокусированный на традициях глубокого ролеплея, и русский с акцентом на казуальную фарм-составляющую. Каждый из этих путей по-своему ценен. Честно говоря, когда я общался с Мотаро, я каждый раз удивлялся тем вещам, которые он пишет. Отсутствие лайт-РП-серверов и фармильных наклонностей у игроков. Отсутствие лаунчеров, сковывающих фантазию. Общая заинтересованность комьюнити в качественной РП-отыгровке. И все это, внимание, преимущественно на телефоне. На телефоне, где игроки тоже выбирают те инструменты, которые позволяют им по-разному кастомизировать свою игру. Без скриптов и других модов здесь никуда. И это все на телефоне, представляете себе. Лично я до сих пор не могу представить. Обычно у нас в сообществе принято считать мобайл-игроков неполноценными и излишне токсичными, благодаря тому, что с телефонов почти всегда играют школьники. В Индонезии, конечно, мобильные геймеры — это тоже не статные мужики за 30, но то, что они предпочли играть РП, а не фармить циферки и получать дешевый дофамин, говорит о многом. Что ж, как-то так. Честно, я пытался зайти на индонезийские сервера для этого видео, чтобы подтвердить для себя слова Мотаро, но, к сожалению, сделать мне это не удалось. Да и если бы удалось, все же не стоит забывать о языковом барьере. Я рискую не понять многие вещи, благодаря тому, что не знаю индонезийский и знаю английский на уровне школьника КСера. Но если вам понравится это видео, и вы покажете мне это своим лайком, комментарием и подпиской на Telegram, то я обязательно зайду на какой-нибудь индонезийский сервер и засниму обзор на него, используя слова Мотаро как некие ожидания от сампа по-индонезийски. На этом все. С вами был Кади. Удачи!